Какие-то новости там по рации вы получали? Что Вот, вообще? армия сказала, что никаких индикаций нету. И потом мы слышим очередя. Мы понимаем, что по нам стреляет, и мы ничего не видим. Но ты при этом еще террористов не видишь? Нет. Начала формироваться пробка сумасшедшая. С Новы до Патиша где-то 13-14 километров. Все это народ идет пешком, я с ними. Ну, мол, что делаем? Я ему говорю, а что делаем? Там еще куча народу. Надо ехать. Уже военные наши. Военные вертолеты. Это было после 10 часов утра. А когда ты понял, вообще осознал, что происходит? Было около нас 40 человек там. Но ребята там сделали максимально все, что могли. И почти половина из них погибла. Седьмого октября 2023 года на фестивале «Нова» находилось около 40 полицейских. С началом атаки именно они приняли решение закрыть фестиваль и начали эвакуацию тысяч людей по шоссе 232. Это решение спасло множество жизней. Практически сразу в район проникли террористы. Дороги были перекрыты, начался обстрел. Полицейские остались без подкрепления, без полной картины происходящего, лицом к лицу с десятками нападавших, превосходящих их и по численности, и по вооружению. Часть полицейских осталась на территории фестиваля. Они вступили в неравный бой, прикрывая людей под огнем. Другие взяли на себя ответственность выводить людей за пределы территории и тем самым спасли сотни жизней. Все 18 полицейских, оставшихся на территории Новы, погибли. Гера, ты полицейский, который был 7 октября на Нове. Да. У тебя есть даже история, что ты выводил людей оттуда. Но помимо этой истории, ты знаешь, очень многих интересует, это здорово, что мы встретились, услышать от первых уст, от полицейского, вообще ситуацию вот с этой стороны. Мы очень много общаемся с людьми, которые были там, я имею в виду гражданские ребята, понятно. а вот со стороны полиции, вот какая была информация, что происходило, какие вы получали приказы. Если можно, вот прям по событиям, да, вот там 6:30, если сирены. Ну, я вас возьму тогда, если начинать сначала, то я вас возьму пару дней до того, как. В принципе, все начинается с того, когда организаторы подают жалобу, просьбу сделать любой какой-то ИРУА, концерт, я знаю, неважно что, обращаются к нам, к полиции, получить разрешение, и тогда ребята, кто этим занимается, которые дают разрешение, дают им обязанности определенные, то есть получить разрешение от армии в первую очередь, потом пожарные, ну там все вот это вот. То есть они подают, жалоба подалась за пару недель до того, как. Должна была быть одна мисиба, Unity. Потом, скажем так, в краткости они получили все разрешения, все было разрешено. Первая мисиба была с четверга на пятницу. С четверга на пятницу прошло все прекрасно. В пятницу днем вся эта мисиба заканчивается, все уезжают, полностью все чисто-пусто. И потом в пятницу вечером начинается как бы новая, вторая мисиба на этом же месте. Я не знаю насчет охраны, насчет это самое, или одна та же фирма. Ну, по идее, это одни и те же Меарганим и одни и те же, все вот это вот. Получили все разрешения, армия сказала, что никаких индикаций нету. Сказали, что обычно, когда происходят такие мероприятия, армия тоже должен быть у них сиюр или цевет, который должен быть с нами. Они сказали, что никаких индикаций нету, солдат у вас рядом не будет, мы охраняем границы и в окружности. Еще очень важная вещь, тот район, где мисиба вот это происходило, это в принципе он
потому что он относительно, там примерно 4 километра до границы, это, то есть ответственность на армии. Несмотря на то, что это как бы в границах нашей страны, весь этот район, он под ответственностью армейской. Нам не дали громкоговоритель, у них есть такой переходной, который, если что, вдруг сирена. В таких местах обычно армия привозит такой рупор, такой здоровенный, и он там не было. Армия как бы, все, у нас все в порядке, все стабильно, можете гулять, все это вот. Значит, как я рассказал, первая с четверга на пятницу была там первая, все было прекрасно, отлично, люди уехали. Я приехал на смену вечером в пятницу, где-то, почти в 9:30 вечера. Нам сделали, мы сделали все тадрих, как бы под этот самый офицер, кто там был, дали, к чему, на что обращать внимание, наш вот этот Распоряжения такие внутренние. обычный этот самый был Хаблян тоже. И у нас в основном были отношения, он говорит, посмотрите, весь этот Шетах, он же там ничего не было. То, что сегодня там происходит, это совсем другое. Там была просто, Поляна. лес и поле. Лес, да. Все, там лесочек маленький и поле. То есть все, что там было, все привезено. Заборы, туалеты, бомот, все. Там ничего нету. Там, в принципе, пустырь, пустынное место. И из-за того, что там часто же стреляют там эти пацмары, там то вот это вот. Единственное, что нам сказали, передавать всем, если кто-то что-то увидит, то есть какой-то хафец хашуд, что-то не трогать. Может быть, там нефалим, вот эти, там, то, что там падает, не взрывалось. Все может быть, потому что это близко к границе, и поэтому быть аккуратными насчет этого. Ничего больше, никаких никаких предупреждений, ничего не было, ничего нам. Мы приехали просто вот с пистолетом и с наручниками на всякий случай. То есть спокойная работа. Без бронежилетов, без автомата. Без ничего. У нас главный офицер, то есть был самый старший, это начальник станции Факима. Он с нами был там всю ночь. Ниви. Я Ниви был, значит, старший, был с нами всю ночь. Следили всю ночь, то есть мисиба должна была начаться под утро, с восходом солнца. Всю ночь приезжали люди, ставили машины, там, где деревья были, там кемпинг сделали, целый район ставили, люди приезжали с палатками, там шатры там раскрывали, по-разному. Всю ночь приезжали, проходили проверку. Я был еще 4 полицейских, мы были с охранниками на входе. То есть все, кто ставили машины на этой стоянке, проходили через нас, проходили проверку и заходили в весь этот огражденный район. Всего сколько вообще полицейских было тогда? Нас было 30 человек, ночная смена. У каждого было свое задание. Кто-то был на дороге, там, кто-то на стоянке, кто-то автоха. Я был еще 4, мы были на входе, проверяли. То есть мы не вмешивались в работу охранников, которые именно проверяли сумки, что нельзя было, алкоголь нельзя было заносить, потому что там бары продавались, там все это. Проверяли, чтобы не было ножей, не дай бог, там, или стеклянных каких-то бутылок. Все это запрещалось. То есть, и народ приезжал всю ночь. Кто-то заканчивал какие-то там гулянки в Тель-Авиве, в центре ехали сюда, кто-то так. И вот заходили. То есть, в принципе, с 12 ночи, как только мы вот начали запускать, народ потихоньку приезжал, заходил. Под утро
То есть они продали 3000 билетов, было практически 3000 человек, зашли через нас, зашли вот вовнутрь. Все гладко, все ровно, люди приятные, есть с кем общаться. То есть общаться, то есть нельзя, он не будет с тобой там спорить или что. Нет, я положил машину и все, никаких. То есть очень спокойная работа, очень приятные люди, веселые, приехали отдыхать, гулять. И там было, то есть в самой внутри было две бомы, две сцены. Была большая центральная, которая не работала, и была маленькая, то есть там тоже диджей какой-то играл, и вот кто был более настойный Активный. или активный, да, так они там гуляли, игрались. И вот между этими двумя сценами была там как ярмарка такая. Магазин, ну, килю, магазинчики. Бар там был, по-моему. Было два бара. Два бара. Возле каждой сцены было по бару. И посередине вот это вот, там продавали футболки, ну, всякие их вот эти... еду, по-моему, там И продавали. по еду, да, все там было, да, все было. И вот, значит, и как я сказал, центральное все это было под утро, то есть с восходом солнца. В 5:30 включили только главную сцену. То есть в 5:30 утра началась сама месиба. Все ровно, все классно. Ниви поднял этот Рахфан. Дрон. Поднял дрон. Вот, почти вот в 6 часов утра он поднял, когда солнце это. Поснимали сверху, посмотрели, что все на месте, все нормально, дорога там. И вот как он его спустил, я с Маликом, царство ему небесное, мы были всю смену вместе, Малик Карим. Это мой друг, мы с ним в Бершеве много лет работали вместе. И вот мы там вместе поехали, то есть работали. Всю смену мы были вместе, и Алена была тоже с Таханы Сафакимской, молодая девочка тоже погибла. Под утро в 6:30, почти в 6:30, вот как только начались вот эти вот все ракеты лететь со всех сторон, мы быстро поняли, что это необычно, потому что было количество, десятки в минуту, десятки просто во все стороны. В основном, конечно, все летело на север, но и в Бершеву, то есть мы видели во все стороны. Тут мамаш буквально пару минут Ниви берет этот микрофон, который он поднялся на бомбу, это все записано, и говорит: ребята, месиба закончилась, все домой. ЦВА дом, вот это вот то, что забегало на сцену. ЦВА дом, все домой. Видео Мы, есть, да. у меня был Махшир Кэшер, связь. Мы как только поняли, что все, мы побежали все эти экстренные Службы. У нас там были забор везде. Мы этот забор начали, ломить, то есть открывать, чтобы люди быстрее сели по машинам и начали выезжать. Но дело в том, что не с кем было особенно общаться. То есть месиба началась только час. Кто напился, кто там, я не знаю, кто чем пользовался. Мы как бы в это не хотели мешать и вмешиваться. В принципе, все, в основном, пьяные, скажем так. И не понимают, что происходит. И как бы вот они только начали, и мы им тут все обрубаем. То есть те, кто даже, многие не обратили внимания, вообще, некоторые даже думали, что это как бы часть от пиротехники какой-то. Думали фейерверки. Да, думали вообще, что это там шоу часть как раз шоу. так, что вот часть шоу. Поэтому, ребята, кончилось так, и никто не торопится. Кто-то там пошел, свои вещи начали собирать, кто-то там тут потихонечку. Кто налегке был, быстренько сели в машину, уехали, никого не увидели. Выехали вовремя, и все было тихо, спокойно. И вот с 6:30 где-то до без 15:07, без 10:07, первые вот эти 20 минут золотых, 20-30, почти даже до 7 часов утра,
Все, кто поехали, никого ничего не увидели, все тихо. Ну, то есть Они выехали и выехали, уехали. спокойно уехали, да? Мы чего боялись? Мы не знали ни про террористов, ничего. Мы боялись, что когда стреляют ракеты, начинают стрелять эти пацмары, которые летают близко. Или там касамчики, вот эти маленькие ихние. И весь этот район, он... То есть у нас, если будет что-то падать, нету ни языки, ЦВ-дом, нету ничего. То есть просто упадет, и мы даже знать не будем. И поэтому это единственное, чего мы боялись. В первые те минуты, то есть, чтобы у нас там ничего не упало, чтобы никого не ранило. Поэтому мы всех начали гнать. Те, кто... Большинство выехали и уехали, некоторые начали останавливаться возле мигуниот этих, возле кибуцов. И вот там Происходили много жуткие вещи, да. там пострадавших было и убитых, к сожалению. В краткости могу чуть-чуть вперед уйти и сказать, что именно где была наша Месибанова, было 120 погибших. Именно где Шетах Месиба. Окей. Все остальные, то есть было более 400. Но это все вдоль дороги, вот это По 232, трассе погибли. и вот в этих мигуниотах и так далее, тому подобное, прям на дороге, кто не успели уехать. В нашем ответственности, кто был, 120 человек, и то это в основном те, кто работали на Работники? барах, работали. Они не хотели, вот прям, я знаю, наши девочки, полицейские, просто вот заставляли, идите, уезжайте отсюда, пока нет, у нас же ответственность, мы это, холодильники, там деньги, то. И просто хотели, вот не уезжали, пока не было уже слишком поздно, к сожалению. Скажи, а вот какие-то новости там по рации вы получали? Что Вот, вообще значит, происходит? где-то без 10-7, без 15, не знаю точно, все это можно проверить. Мы получили первые звонки, стрельбищи по машинам возле Хават Таль-Ор. Таль-Ор это 3-4 километра от нас в сторону Афакима. Значит, это нам по рации приходит. Ниви, главной станции, который был с нами всю ночь, как я сказал, обратился к Дору. Дор это его тоже офицер с ним, который там работал. Это было, можно сказать, как бы при мне, потому что мы, когда в процессе вот это вот всех, когда мы посылали, я подходил в этот хапак, ну этот у нас там нам поставили как будка такая. Там у нас девочки сидели, которые вот на связи были, на телефонах, на все вот это вот. То есть и мы там собирались, потом получили каждый, кто там, вы идете туда, то есть каждый получил тавкидим и начали это самое. Значит, получает вот этот вот первые вот эти сведения о стрельбище, Ниви садится в машину со своим офицером и летят туда. Остается его зам с нами. И, значит, я залезу чуть-чуть в его сипо, потому что я его рассказ тоже прекрасно знаю. Они туда подъезжают, то есть они едут по этой дороге в сторону Афакима, видят машину, они заглядывают, там 4 трупа, не с кем разговаривать. И тут они уже слышат, что в Афаким заезжает, тоже стрельбище начинается. Они едут дальше, там есть заправка Урим, рядом с базой, и там они встречают амбуланс, когда водитель тоже раненый уже, и главный Маген Давид Афакимский, он был с ним в той машине, и Ниви его тоже знает, и тот ему говорит, у нас только что проехало 2 тендера полных террористов, а езжай за ними, то есть они только что проехали нас, и поехали в сторону Афакима. И вот так вот он за ними, то есть они
Едут два тендера с забитыми народом, вот этих вот два пикапа едут в Афаким, и он за ними. Мы в это время получаем сертон, фильм, ну, я не знаю, как его... Видео со Сдерота. Когда тендер заезжают, и там вот Да, это RPG, и расстреливают, стреляют по полицейской машине, и вот это вот мы там, мы вот это вот видим, и то Никто как бы ничего не верит, как бы, ну это дурдом, как бы, как это все может быть. У нас тишина, то есть ничего нету, все тихо, То спокойно. есть еще обстрелов ничего пока Ничего у нас нету, мы только заняты гнать народ домой. Значит, вот это вот 7-15, вот так вот где-то у нас еще все тихо. Где-то проходит еще пару минут, и мы начинаем слышать стрельбу с юга, то есть со стороны Реим, самого кибуца Реим. Он как бы по дороге чуть-чуть южнее, полкилометра, километра, мы начинаем слышать стрельбу. Автоматная уже, да? Да, автоматную стрельбу. И тут мы собираемся 5-6 человек, 6, может даже больше, ну, шутрим. И думаем, то есть, может там Цааль ведет какую-то перестрелку, пойдем посмотрим, может что-то там как-то чем-то помочь. И мы начинаем в этот лес, вбегаем туда. И, то есть мы слышим, и по слуху идем между деревьями, вот так вот начинаем туда идти. И потом мы слышим очередя. То есть очень большая стрельба. И очередями. Израиль, то есть израильские войска очередями никогда не стреляют, у нас всегда по одной. И мы понимаем, что там И много заваруха очередей. сильная, так что мы с нашими пистолетами там неэффективны совсем. И решаем все вернуться обратно, чтобы защищать тех, кто вот у нас. И значит, вот где-то 7:30 примерно, вот это вот мы возвращаемся. И тогда начинают все те, кто выезжали, первые начали возвращаться с ранеными, первые машины, то есть кто выехали на дорогу, кто на север, кто на юг, на 323, вот эту дорогу. Первые, опять-таки, с Реим, с того перекрестка, начали возвращаться с ранеными. И говорят, там по нам стреляют по машинам, невозможно туда ехать. И те, кто выезжали, уже начали возвращаться. И тут начала формироваться пробка сумасшедшая. Да. У нас рядом с нами было 2 амбуланса, то есть которые с нами работали. Амбулансы 2C это было, но они буквально за пару минут, то есть потеряли весь контроль над ранеными, то есть начали приводить раненых, подстреленных. И как бы они очень быстро руки подняли, потому что было слишком много. И вот, и мы вот сидим, ну как, не сидим, мы все это время продолжаем выгонять народ, и вот, чтобы на дорогу наверх. Чтобы они уезжали, Чтобы да? уезжали. Проходит еще пару минут, и мы, получается так, что те, кто выезжали на север, в сторону Беэри, тоже уже начали возвращаться, говорят, там михаблим на дороге, стреляют по машинам, и нам некуда ехать, и давай тоже обратно. То есть все, кто выезжали, начали возвращаться на машинах обратно, и получилась очень сумасшедшая пробка, и то есть ни влево, ни вправо некуда ехать. И там ребята, которые были на дороге, увидели, там съезд наш Афар, ну дорога на бездорожье, то есть в поля. В сторону востока, просто вот подальше от границы, в сторону востока. Я знаю, что вроде Игорь Зингер с Хаймом просто сидели в машине, в полицейской, начали ехать. И вот за ними все, кто вот были на дорогах, начали за ними ехать в сторону, Они выводили. в сторону короче. полей. И вот они начали ехать, и вот кто на машинах. И вот примерно без 10:08 я с Маликом, Даниэль, там, ну вот еще там ребята, мы решаем. То есть мы видим, что на дороге бардак. У нас там уже, ну в основном все по машинам сидят, потому что уже стрельба, уже народ начал уже понимать, что тут кипиш серьезный.
Но ты при этом еще террористов не видишь? Нет, еще у Только нас террористов не было в это время. Только Все, обстрелы. мы только слышим стрельба с южной стороны, и мы знаем, что то есть, террористы там на дорогах. И вот мы, значит, с района Хапака нашего, мы идем, несколько полицейских, не идем, даже бежим в сторону дороги, то есть посмотреть, что там происходит, и чтобы помочь там, что там можно, чем помочь, куда, что делать. Значит, мы поднимаемся наверх, и я вижу такую картину, то есть они, полицейские, кто уже там были, я их в основном всех знаю, но не всех. И я смотрю, такая картина, Андрей Пушевай, мой очень тоже, царство ему небесное, хороший друг, мы долго вместе служили в Бершеве. Он поставил свой тендер, полицейскую машину, свой этот пикап, вдоль дороги, то есть поперек дороги. Со стороны севера он перекрыл дорогу тендером одним, и второй они поставили, то есть параллельно, еще одну машину полицейскую вот так вот рядом. И, значит, Андрюша, он 2 метра ростом, здоровенный парень, стоит у двери водительской, спиной к северу, то есть к дороге, и сверх машины смотрит, и в рупор говорит всем, мол, поворачивайте направо в эту дорогу, туда, съезжайте туда. И вот все, кто подъезжает, все, кто вот он стоит, и я подхожу и говорю: Андрюша, там же сейчас террористы оттуда сейчас приедут, ты стоишь к ним спиной. Подойди хотя бы с этой стороны машины спрячься, чтобы нам было, чтобы тебе было спрятаться. Защита. О, да, закрывает машину, дверь, вот так вот переходит быстренько в эту сторону машины. И вот мы эти вот минуты, тут каждая минута важная, и есть записи, я вот посылал. Значит, 8 и пару минут я смотрю, ни у кого же бронежилетов нету, ничего. И я смотрю, один из полицейских, Сиван Енин, он с каской и с бронежилетом, но не керамический, обычный. Такой-то, максимум 9 миллиметров сдалека может остановить Лейтер. И я ему говорю: я знаю, что у нас в машинах, то есть подготовка, она всегда парная идет. Да, есть. Я ему говорю: у тебя в машине там есть еще один сет? Он мне говорит: да. Теперь я его до этого не знал человека, то есть никогда не встречались. И я ему говорю: дай мне этот сьют. Я говорю: когда все успокоится, я тебе его верну. То есть когда все будет успокоиться, я тебе верну. Он говорит: не проблема. И тут я беру свой телефон, 8:03, я никогда не забуду это время. Я ему набираю его телефон, звоню, чтобы у меня его телефон в памяти остался. И вот я ему звоню, у него зазвенел, я выключаю, одеваю вот этот такой же вест, он обычный, и каску вот эту беру. И в этот, его тоже там, он погиб, вот именно там вот на дороге. И в этот момент, то есть проходит буквально еще пару минут, может быть, максимум, и начинает, то есть мы слышим по нам стрельба. Когда в твою сторону стреляют, ты не слышишь, как рядом
то есть макор, ери. Ну, как я не знаю, как на русском сказать, ну, когда пуля пролетает, ты ее слышишь по-другому. То есть Свист. она свист, да, она как щелчок идет. Да. Оно не идет как именно как выстрел, что ты слышишь из пистолета. Хлопок вот этот. Хлопки, щелчки такие. Ну, и мы понимаем, что по нам стреляет, и мы ничего не видим. И тут мы начали все прыгать, то есть прятаться. И я вот сел на землю, мне просто негде было спрятаться. Я как бы упал на землю, и тут как бы на пару секунд вот эта стрельба перестала. Ну, мы все за пистолеты, а никого ничего не видим. И тут в этот момент стрельба опять продолжается, и Даниэль, тоже парень с Бершевы, он с дороги, то есть прыгает в правую сторону, то есть в восточную сторону, скажем так. Если дорога смотрит на север, вот он прыгает вправо, там камни, и вот он прячется и кричит мне: «Байтман более по». Если бы он мне не крикнул, я бы там со всеми остался бы, конечно, и погиб. Вот это первая вот такая вот ситуация, что по нам стреляют, мы ничего не видим. И вот если бы он мне не крикнул, просто это вот он... Там все погибли, да? Да, там кроме нас вот двоих, все, кто полицейские были на вот этой блокаде, все погибли, отстреливались. Дело в том, что вот он мне крикнул, и мы прыгнули. И тут я смотрю, а все вот люди, вокруг нас куча народу, машины застряли, и все начинают выходить с машины, бегут во все стороны. И то есть мы начинаем с ними отходить от дороги, я с Даниэлем, всех вот так вот отгонять. Есть очень много роликов, там, где люди бегут по полям. Да, это вот конечно. Бедюка вот рядом с нами. И все вот тут, что бегут, это вот бегут на восток. И, значит, вот мы отходим, и я ничего не... То есть, опять-таки, стрельба идет по нам, я ничего не вижу, пистолет в руке. Я жду, чтобы каждую секунду там, с кустов, из-под деревьев начнут по нам это самое. То есть, что-то увидеть, и, то есть, на полной готовности ничего не видишь. То есть, вокруг только... Народ бежит. И вот они начинают: а что, куда? Я, теперь поймите, в 8 часов утра солнышко, вот, ну, как раз вот оно встало, и вот оно напротив глаз. Ну, тут много как бы понятий не надо. Я знаю, где я нахожусь. Я знаю, солнце выходит с востока, нам только туда, там все наши ишувим, кибуци, мошавы, все в ту сторону. И я всем начинаю кричать: бегите к солнцу. Просто вот так вот, рутру шемеш. И все вот так вот начинают в ту сторону, все, кто вокруг нас. И вот, значит, мы с Даниэлем, то есть со всей этой кучей народа начинаем отходить от дороги. Я когда примерно 50-100 метров от дороги, я сдалека, то есть вижу между деревьями, что вот эти вот тендеры начали подъезжать, они остановились. И я слышу, Андрей по рации говорит, там, по нам стреляют, и РПГ и так далее. И я это все вижу сдалека. И тут у меня сердце начинает рваться. Потому что я знаю, что у меня мои друзья там воюют. И мне очень хочется как бы пойти там им помочь, защитить с одной стороны. С другой стороны, у меня тут куча народу, просто уйма народу. И как бы надо за ними смотреть. И тут мысли за дом, за семью. Тут, короче, тысячи мыслей в секунду. И я принимаю решение, невозможно, но как бы я понимаю, что там с пистолетом мне делать нечего. И я попытаюсь спасти как можно больше народу тут и попытаться как бы вернуться домой к семье. Вот так вот. И я, потому что я там слышу по рации, у меня была с собой рация, я слышу, что они там как бы ведут перестрелку. Я знаю по фактам, что ребята там их удерживали больше часа. То есть приехало вот эти 2 тендера, и мы знаем, что они вообще не знали за нашу миссибу. Они выехали с Бэри, там было 15, где-то около 15 пикапов этих тендеров. На каждом по 6-8 человек. Вот представьте себе количество вот этих нухбот.
Они должны были ехать, по идее, как мы понимаем, в сторону Нетивота. То есть они с Беари должны были выехать налево, они перепутали, повернули направо. И вот эта вся вот эта вот арава попала к нам. То есть первые вот эти их два приехали, увидели, что там куча народу, наверняка позвали всех остальных, я не знаю, это не важно. Вот, но все те, кто вот эти вот аттендеры, что выехали с Беари, приехали в окончании туда, в сторону, именно с дороги, в сторону самой Новой, самой Миссиби, где там было, они только в 9:20 где-то попали. То есть начали пешком, уже начали с машин, когда выходили. То есть ребята больше часа с лишним там вели бой, стрелялись, отстреливались, прятались между машинами. Живые остались? Нет. Все погибли? Все, кто там остался на дороге, все погибли. А сколько человек? Ну, опять-таки, когда я пришел, там было человек 8. Вот нас двое, потом мы ушли. Я могу по именам сказать, но я могу, не дай бог, кого-то забыть, поэтому я предпочту точные цифры не говорить. Потому что я знаю, что с того момента, когда я ушел, были еще ребята, которые там тоже там подбегали туда, подошли, перестрелку вели, кто-то там был там и оттуда отошли, спаслись. Но многие погибли. Защищая нас, защищая молодежь, которую давали им лишние пару минут, чтобы уйти дальше. И вот мы начали оттуда отходить, и вот с пистолетом в руках вот это вот все. И мы идем, и я смотрю по телефону, карту открыл, и я вижу, то есть там этот кибуц, этот самый Реим. Но Реим мы решили туда не идти, потому что мы слышали стрельбу. Вот, и значит просто вот тупо в сторону солнца, как я сказал, начали двигаться. И я потом вдалеке увидели мы там теплицы. Целый комплекс теплиц большой. И я себе, то есть мы с Даниэлем по телефону и решаем, то есть туда, чтобы народ не было видно с дорог, потому что мы идем, и я все жду, что они начнут с дороги, просто съедут на вот эти вот дорожки между полями и просто начнут нас выстреливать там и выискивать. А сколько людей, получается, Сотни. вывели? Сотни. Я не знаю, сколько там есть. Сиртоним, очень-очень много народу. То есть они все за вами прям шли? Ну, да, в принципе, да. Потом, когда мы отошли уже пару километров, получается, и вот мы когда подошли к этим теплицам, это 3-4 километра оттуда, если не больше. Уже там первый раз как бы, ну, чуть-чуть остановились, чуть-чуть отдышка, и вот мы смотрим, то есть я, получается, посередине полей, дороги центральные, как бы сдалека все. Мы, то есть я, чтобы нас не видели, чтобы не приехали к нам. И в это, пока мы шли, пока туда-сюда бежали, там, тоже насчет бежали, я иду, вот эти первые минуты, я себе и слышу, до сих пор стрельба идет по нам, по всем вот это вот. И я говорю себе, я бежать не буду, зачем килю, что мне бежать, если мне сейчас пуля зацепит, так зацепит килю, зачем, а потом отдышкой там умирать. Я сказал, я не бегу, если мне суждено полечь, что так я полегу, ну так вот, такие мысли были, да. И я не бежал, то есть я шел хладнокровно, всем там говорил, что как это сам, потому что, ну все вот я как, все, а шотер, что делать, что делать, все как бы, а я что знаю, откуда, ну вот, а вот приходится... Просто идешь. Просто, да, и то есть мысли быть, чтобы были собраны и оперативно думать, и что делать, именно как выходить из ситуации, поэтому... А вся надежда как бы, ну я один, ну нас там, я знаю, что было еще несколько полицейских потом в полях, они тоже там, ну в принципе я один. То есть Даниэль убежал вперед на пару километров, он моложе намного, и вот он побежал вперед.
И мы с ним все время на связи на телефоне. И я в это время и жене позвонил, говорю, мы же тут в Машаве, а тут я себе считаю, если они в Офакиме, нас отсюда на мотоциклах на этих 10 минут они могут быть и здесь. И я своей жене говорю, давай детей быстренько в машину, вот как есть, 10 минут, чтобы вас дома не было. Езжайте, говорю, в центр. А она мне говорит, куда? Я говорю, Ахпатли. Я говорю, вы когда на шестерку выйдете, будете там в Куда-нибудь. Тель-Авиве, вот там оттуда вы со мной разговаривай, и там будем решать дальше, что делать. У нас тут есть еще, у нас есть друзья в Машаве, значит, Анжела, моя жена, с детьми поехала к ним, они там быстренько порешали, у них семья в центре. И вот они, мои дети с женой, и вот друзья, и вот они быстренько собрались и уехали в ту сторону, они там. К вечеру моя жена была в Хадере у моей семьи, там у меня дядька живет в Хадере, дядя. И вот они и туда приехали к вечеру, то есть вот в это время, вот 9:30 я звоню жене, быстрее, и вот все время вот это вот мы идем, то есть вот когда мы дошли до этих теплиц, очень много народу там, просто зашли, начали там, остались и сидели там, ждали. И вот когда мы подходим, Даниэль то ли поймал какого-то там, не знаю, короче, он с кем-то там нашел, кто-то там был на машине, кто на полях работает, там, я не знаю, что. И поехал в сторону, то есть этого Патиш, Мушав Патиш. И вот он мне звонит и говорит, то в Патише есть там Бейт-Ам называется, здоровое большое здание, он говорит, там, короче, мошавники нас ждут, вас. То есть давай веди всех туда, там есть большое здание, можно всех туда засунуть, закрыть и, то есть укрыться там. И все, то есть у нас как бы есть какой-то уже план вроде как, и вот мы продолжаем идти. И продолжаем идти, и вот мы шли. Чтобы вы поняли, с Новы до Патиша где-то 13-14 километров. Все это народ идет пешком, я с ними, и с этим вестом, я потом уже его проклинал, думаю, не могу же бросить по дороге. Жилет, каска вот это. Каска в руке, то я ее на голову одевал, то в руке держал, она мне уже в какой-то момент уже очень просто мешала. Шли мы, с 8 почти до 11 где-то. Пол 11 мы пришли. И теперь такая ситуация, то есть мы проходим там, жарко стало уже потом, когда солнце уже вышло, к 10, пол 11 уже было жарко, и там деревья с этими эшколиот, тапузим, там, но еще все было не готовое, такое еще пресное, но там народ рвал чуть-чуть смочить горло, то там есть это поливные, там цинорот открывали, вот эти, пить воду чуть-чуть. И в один момент, то есть, едет, то есть с Мошава в нашу сторону едет какой-то джип, Land Cruiser белый, я уже наготове, я же не знаю. Я смотрю, он один, я понимаю, что он как бы не опасный. Проезжает мимо нас в ту сторону, то я думаю, значит, кого-то доставать. Проходит где-то минут 20, полчаса, и он, смотрю, обратно едет. Но я как бы не узнал, что это та же машина. Вижу, машина едет. Я прям, навожу на него пистолет, останавливаю его, смотрю, заглядываю, у него полная машина молодежи, Бальянимкелю, собрал там. Вывозят. То есть. Вывозят. Я ему говорю, загружай еще. Он говорит, нет, в машине нету. Я говорю, мне все равно, багажник открывай, там, я не знаю, засовывай. И тут как раз была одна девочка, очень уже, еле шла. Очень уже была такая, чуть ли там уже в обморок не падала. То есть жарко было, то я говорю, ладно, бери ее хотя бы, засунь ее к себе. И она вот так вот на всех там легла. Короче, полную машину и поехал. Вот и мы потом и дошли, когда вот до задней стороне, скажем так, этого Мошав Патиш, там у них тоже эти самые там деревья.
И там были ворота такие, ну вот эти мошавские ворота такие, то есть чтобы не заезжали вот где этих деревья, там цитрусовые всякие. Значит, и мы идем, я смотрю, тендеры стоят с оголотами, этими, ну, с прицепами. И просто тупо народ начинает садиться в эти прицепы, в эти машины, в тендеры, прямо так вот на багаж назад. И ребята, давай их оттуда вывозить, забирать в Машав уже. И я остаюсь один. То есть все, кто, у кого были, и, значит, в одной из машин, я смотрю, а там мой одноклассник, то есть тоже с Машава, а он мне говорит, гай, мато сепо, говорю. Я говорю, вот, садись, говорит, я тебя отвезу, заберу с собой. Я говорю, не-не, я тут останусь, потому что иди знай там, что еще. И, значит, вот это вот они начинают всех вот так вот туда-сюда в Машав возить. И я в какой-то момент остаюсь один в этом, всех забрали. И я решаю, то есть я пошел обратно чуть-чуть, посмотреть, что там никто там у меня там не остался между деревьями, там, я не знаю, кто-то там. Чуть-чуть вернулся, где-то, ну, я знаю, по 300-400 метров обратно, так туда-сюда прошелся. И в это время возле этих ворот стояла белая машина армейская. Это как Рено, не Рено, Ситроен, не Берлингу. Большой, 8-местная такая машина. Это уже военная. Белая. Военная, но это я, опять-таки, она закрытая, стояла левада. Этот парень ездил вот с этими всеми. Я вот прошелся, как раз когда вернулся к этим воротам, там, когда первый раз я пришел, мне дали бутылку воды, я там посидел, чуть отдохнул. Прошел вот так вот, сделал реку, посмотрел, что больше никого нету. И тут я подхожу к этой машине обратно. И выходит, с другой машины выходит этот, значит, офицер, Моше его зовут, он Равсерен, у него фалафель. И я вижу, что он с пистолетом, и я ему, ну, короче, он мне заводит в свою машину, я прямиком телефон в зарядку там, и включил его. То есть я пока шел, выключал телефон, чтобы батарейку не тратить, потому что я не знал, сколько времени мне возьмет оттуда выйти. И я себе рассказал, что я буду включать-выключать, чтобы... Экономить батарейку. Чтобы экономить, бедюк, так. И короче, он завел машину, включил мне мозган, я включил этот самый, и он мне говорит, Маусим, ну, мол, что делаем? Я ему говорю, а что делаем? Там еще куча народу, надо ехать. Поехали. И вот он, значит, он с пистолетом в руке, я с пистолетом в руке. И мы обратно туда, в сторону этих теплиц. Сзади нас еще Фиат Дукату такой белый тоже был, из Давидянов кто-то, я не знаю. Тоже такой пикапчик, ну, он крупный, закрытый такой большой, то есть туда тоже. И вот мы вернулись в сторону этих теплиц, попипикали, там начали кричать, это самое, куча народу к нам, мы полную машину, 2 полные машины загрузили, поехали, вывезли их в сторону Мошав Маслюль, то есть это не Патиш первый, он еще чуть-чуть ближе к Афакиму, скажем, то есть еще чуть-чуть дальше от всего бардака. И вот так вот мы, значит, съездили пару раз, полные машины, то есть там вот народ, кто оставался в полях, там то это, и просто собирали полную это и ездили, вывозили. В один из моментов, то есть первый раз мы когда поехали туда, я смотрю, там с этих же теплиц вышло 4 араба. Но они были очень пожилые. То есть они там наверняка работали вот Бахаклаут, ВЗ. Мы все равно как бы лёля как секунд, я им сделал там обыск, забрал телефоны, кошельки, посадил их посередине, там я сказал, если вы двинетесь отсюда, вы просто нахер, ну вас убьют и все. То есть нету цицки-пыцки, сидите. Потому что я не хотел с ними заниматься, мне было важнее, конечно же, наших детей, ребят там оттуда позабирать, молодежь. И вот они сели, и мы ездили туда-сюда, они сидели, вот так вот не двигались.
И последний раз, когда мы туда приехали, мы пытались в сторону Новой чуть-чуть дальше заехать, но просто не знали дороги хорошо и не получилось. И вот когда потом он еще ездил, я знаю, этот Моша, он еще продолжал, я просто не мог их там оставить. Я потому что не знал, они там сотрудничают, не сотрудничают. Короче, я этих четверых в машину туда, в нас последнюю, значит, эту самую даль вглубь засунул. И мы с Мошей в первый раз едем в Тахану, в Афаким. С этими четырьмя. И вот мы подъезжаем в Афаким, там тоже сотни народу, вот этой молодежи, кто повылазили, они все вокруг этой станции на входе. Там, короче, дурдом. Раненые Дурдом, есть, раненых перетаскивают с машины на машины. Но это, я вам говорю, это уже было где-то к часу дня. Примерно так, 12:30, где-то так, не знаю. Да, это было где-то 12:30, потому что, значит, я приезжаю с этими четвермя, я им еще раз делаю обыск и завожу их там, Участок. в сам участок завожу. В одну из этих, там у них есть эти Тайма Ацар. Ну, короче, в одну из клюв мы их засовываем, забываем за них. То есть мы забываем. То есть я их туда и все. То есть отключился от этого. И тут я в первый раз встречаю ребят со своей станции. И те, кто там, некоторые уже успели повоевать и в Афакиме там. Ну, и они мне сообщают, что мой мифакед моей станции, Джер Давидов, погиб, Рони там, ну, короче, рассказывают, что вот в перестрелках там это. И это все помимо того, что я знаю, что мои ребята, с которыми я был с утра, мне уже никто на телефон не отвечает, и я как бы сильно очень переживаю, но пытаюсь надеяться, что там они там что-то там еще как-то смогли там как-то спастись, спрятаться, я не знаю. Насчет новой просто нету никакой связи. Я когда шел, где-то 10-20, первый раз увидел вертолеты над головой. Уже военные наши. Военные вертолеты, это было после 10 часов утра. То есть я когда увидел их, мне как бы полегчало, потому что я знаю, что вроде вот, ну вот сейчас, если будет какой-то тендер к нам ехать, то есть они что-то там как бы отреагируют. А вертолеты стреляли, ты видел? Они стреляли, но не над нами, а вот, то есть пролетали над нами, пролетел, посмотрел, то есть и дальше. То есть, значит, я знаю, что вокруг меня ничего нету. Но это было опять-таки уже намного позже, после начала этого всего утра. Есть много нюансов, которые я просто сейчас не хочу бы кидаться с одной стороны в другую. В принципе, в час дня командир округа временный, кто там настал, короче, они сказали, что армия начала там брать под контроль все, что происходит, и нам, в принципе, запретили возвращаться туда. То есть сказали, все, вы свое отвоевали, там дальше пускай армия разбирается. Опять-таки, многие из полицейских, я знаю, продолжали там ездить. А все равно поехали? Ну, опять-таки, во-первых, не все были, не до всех дошло приказ как бы этот. С одной стороны. С другой стороны, они там на Цомет Урим там стояли и как бы не давали проезжать. Потому что там было перестрелки сумасшедшие, что там были. Ездили бронированные машины, туда заезжали, опять-таки Базука там и Джер, тоже они были на бронированных, но это было, опять-таки, то, что с ними было, это было намного раньше. А когда ты понял, вообще осознал, что происходит? Вот когда уже было понимание, что не просто 1-2 пикапа, а что-то прям грандиозное. Ну, опять-таки, то, что грандиозно, мы начали понимать, то есть я начал понимать. Мы смотрим, начали же по телевизору, ну, и в телевизоре было, и в телефоне в основном всякие... На каналах, на всех. Да, был дурдом, но это было настолько грандиозно, что было просто очень тяжело понять.
И когда я в телефоне вижу, что там десятки там раненых или там первые погибшие, когда начали, я говорю, тут только в нашем себе будет сотни. Ну, я вижу, что происходит. И как бы я знаю, что в телевидении это все возьмет еще время. Вот я в час дня где-то, тут мы уже садимся в наши машины и едем к нам на станцию. Сюда в РАТ, я в РАТе работаю. И мы приезжаем, и тут у нас вся тахмошет закончилась. То есть все патроны, все увезли, все закончилось. И я взял машину, поехал в Бершеву, привез еще патронов, там все, что надо было. А мне жена говорит, ты хватит тебе, мол, сколько можешь. Я говорю, женщина, говорю, ты что, война, говорю, ты пойми, война. Я говорю, не могу домой ехать, тут еще все кипит. И я, значит, сгонял, вернулся, я говорю своему офицеру, я говорю, а я весь, грязный весь, все. Я говорю, я сгоняю домой, скупаюсь, переоденусь, вернусь. Взял машину, приехал быстро, у меня тут 10 минут. Скупался, переоделся, вернулся на станцию, потому что мы ожидали Шомер Хомек Тайм. Если вы знаете, что это такое. То есть бунт, когда был пару лет назад арабский. Окей. Вот да. этот, когда бардак был. И мы боялись, Что арабы здесь у что нас опять начнут. арабы наши тут начнут бардак. Потому что никто же ничего не знает. И поэтому мы все сидели на готовности полной. Ждали, чтобы тут у нас ничего не произошло. То есть, чтобы они тут... Беспорядки. не беспорядки, чтобы они тут не сговорились, и было еще хуже и более масштабно. Поэтому мы были в полной готовности, и я сказал, что... И вот так вот. И я то есть попал домой, только уже в воскресенье утром приехал после ночной смены. Всю ночь тоже пробыл на работе там. И потому что война шла, то есть были перестрелки, были все, у нас там, Долго все. было. И потом вот я отдохнул пару часов, Йом Ришон, опять-таки после обеда уже вернулся опять на работу. И у нас еще террористы бегали еще возле Рата, там еще у нас было пару Ируим. Еще, то есть уже тут прям недалеко отсюда вот уже еще были. То есть на следующий день, мы знаем, было еще пару дней, они тут еще скрывались. То есть мы не знали, потому что, может быть, в Афакиме в какой-то квартире заседают, или в Сдероте там их тоже было. То есть не знали ничего, ничего не знали, были готовы ко всему. И вот так вот мы провели почти пару дней на полной готовности. То есть это не пару дней, это было всю неделю, можно даже легко сказать. Но в воскресенье вечером уже начали первые похороны первых, кого уже опознали. Ты имеешь в виду полицейских? Полицейских, да. И вот мы вошли вот в этот весь этот круговорот сумасшедший. То есть еще пару дней все это происходило. Но это уже совсем другой сипур. Вот так вот примерно Вау. было в эту субботу. Я знаю, что в Патиш было где-то 400 с лишним человек. В другой машаб, Маслюль, то, что я вам сказал, то, что рядом, там тоже было пару сотен. Опять-таки, это не... То есть многие ребята просто на машинах ездили, просто прямо именно оттуда вывозили. Опять-таки, я с чего начал. И хочу этим, может быть, и подчеркнуть какую-то точку и закончить. Было почти 3500 народу. Седер. Большинство из погибших погибли то есть уже не в нашей, не в нашем как бы ответственности, хотя это полностью наша ответственность. Я имею в виду, что, как я сказал, то есть именно в Месиба, Бешетах Месиба, Бешетах Месиба Нова 120 человек осталось. То есть мы практически всех смогли оттуда прогнать. Первые, кто были налегке, спаслись, никого вообще не видели. Многие спаслись другими путями, кто как. Но ребята там сделали максимально все, что могли. То есть я говорю за полицейских, потому что армии не было в общем.
У нас нам что как повезло, то есть мы со смены были с ночной 30 человек, и те, кто приехали, должны были утром приехать, тоже должно было быть 30 человек, не все приехали. Ракеты начали там останавливаться. Было около нас 40 человек там, и почти половина из них погибла. Ну, и ты вывел, получается, несколько сотен человек в итоге. Я не считал, мне это не интересует до сих пор. Но Я всё же. сделал максимально, что смог. Я, Даниэль, там были еще ребята. В принципе, да. То есть, в основном, когда я поднимал глаза, я был единственный там полицейский, единственный самый, может быть, из самых старших там, потому что в основном все молодежь были. И все время ко мне обращались, как будто я, должен принести им какой-то петрон. Как старшему. Да. Старшему. И пришло, я, хотя был сам в растерянности полной, ничего, вот я тут перед вами сижу, так что, значит, как-то что-то получилось. Спасибо. Да не за что.